Всем здорово! Уже идет 2022 год, а человечество до сих пор смотрит и наблюдает за 2D героями из аниме. Как вы скорее всего знаете, зимний сезон аниме такой себе. Он получается довольно скучный из-за того, что выходит очень мало годных интересных тайтлов. Но 2D боженька с небес из своего 2D храма принес нам что-то сладенькое в эти знойные дни. Аниме под названием «Эта фарфоровая кукла влюбилась». Жанры этого аниме – сейнэн, романтика, повседневность, школа. Из жанров можно сделать вывод, что это что-то горяченькое и не совсем для детей. Студия, создавшая это аниме, Cloverworks. Примеры их громких проектов: этот глупый свин не понимает мечты девочки-зайки, обещанный Неверленд, Харимия и Хвост феи финал. Выход аниме начался с 9 января 2022 года, и на момент создания этого видео вышло всего 2 серии. И что же нам уже успели показать, сейчас посмотрим. Переходим непосредственно к обзору сюжета этого аниме. А сюжеты здесь что надо, если вы понимаете, о чем я. Вакана Годзё – главный герой данного произведения, и серия начинается с того, что он маленький восхищается фарфоровыми куклами, сделанными его дедушкой, и решил тоже заняться этим ремеслом. Также показывают флешбеки, когда какая-то девочка угнетает главного героя, говоря, что с куклами играются только девочки. Вака, ты же мальчик, а с куклами играются только девчонки. Ненавижу тебя, Вака! Ненавижу! После нас перекидывает в реальное время, когда Вакана Годзё старшеклассник. Он, проснувшись, восхищается своей недоделанной куколкой. Затем начинается опенинг, и я отметил для себя, что он чем-то схож с опенингом из аниме «Не издевайся надо мной, Нагатора». Увы, музыку я вам показать не могу из-за авторских прав. За завтраком дедуля Ваканы говорит, что у него пока не очень получаются лица, а вот одежда выходит замечательно. Держим этот факт в голове, ребятки. Дедуля спрашивает нашего ГГшку насчет друзей в школе. Но, как вы понимаете, их у него нет. Друзей ты себе в школе завел? Может, по свине постучать? Нет, не надо. Мне показалось, у тебя совсем друзей нет. Ха, так думаешь? Да вообще они у меня есть, просто они живут далеко, учатся, заняты всегда, понимаешь? По дороге в школу какой-то Глэк путает нашего героя со своим другом, реально слепой. Сидя за своей партой, Годзё размышляет, откуда ему иметь друзей, если он помешан на создании кукол. И как обычно в аниме бывает, по велению Максимуса 2D Храмуса к нему летит на всех парах симпатичная тяночка. Ну не конкретно к нему, а в угол его парты. Чего, блять? Удар был, конечно, жестким. Эту девушку зовут Марин Китагава. Мармок, что ты тут делаешь, да еще и в таком виде? Ну раз Аркаша с Марином, скажите анимешным Она увидела у него на руке пятно и спросила, все ли с ним хорошо. На что он отвечает: «Дёрк». Не переживай за мою штуковину. Чего я сказал? Это была краска на руке. Марин спокойно ушла дальше по своим делишкам. ГГшка размышляет, что его с Марин миры отличаются как небо и земля. Однокашники просят Годзё, чтобы он продежурил в классе 1, якобы тем нужно срочно на работу. Наш ГГшка просто соглашается с их просьбой. Через некоторое время в класс заходит Марин и тоже начинает дежурить. Оказалось, что она тоже дежурная и просто отходила ненадолго. Марин спросила у Годзё: «А все остальные-то где, алло?» На что он ответил, что они все ушли на подработку. Марин сказала, что на него просто спихнули всю работу и все. Сели на шее и болтают своими ножками. Я тоже ненавижу людей, которые пользуются чужой добротой в таких целях, так что Марин Китагаву можно просто понять. Вечером у Вакана сломалась швейная машинка, и дедуля ему сказал, что ей миллиарды лет, как Дмитрию Сырнику, и что он купит новую на днях.
ГГшка решил пошить в школе после уроков, в кабинете швейной практики, куда, по его словам, никто никогда не заходит и не посещает это помещение. Он начал любоваться своей куколкой, и в кабинет зашла Марин Китагава. Он думает, что ему точно конец из-за того, что он знатно навалил кринжа, но Китагава в нереальном восторге от того, что он шьет на машинке. Китагава говорит, что кукла Годзё очень милая, от чего у него нахлынули эмоции счастья. Впервые кто-то кроме дедушки оценил его работу. ГГшка говорит Марин, что у него пока хорошо получается шить только одежду. Оу май, Марин начала раздеваться перед главным героем. Кто-нибудь из вас бы мог подумать, маленькие извращенцы. Но она просто переодевается в свой костюм. Годзё немного взволнован. Она спросила у него, что он думает о ее работе, ее костюме для косплея. Она дала ему фотку для сравнения, и тут даже самый тупой мамонт поймет, что у Китагавы говно, а не костюм. Годзё начал разносить Марин по фактам, так сказать, заскамил мамонта. Говорит ей, что она сделала откровенную лажу. Она говорит, что очень хочет закосплеить того персонажа по имени Шидзуку и просит помощи у нашего ГГшки, на что он согласился. От этого Марин начала очень мило радоваться. Во второй серии они будут снимать мерки с Марин, чтобы сделать костюм по книжке с инструкциями. И увы, я вам не могу показать контент из второй серии, потому что YouTube банит мой ролик из-за слишком проработанного сюжета Марин Китагавы. Если вкратце, то они просто снимали мерки с тела Марин, попутно с неловкими моментами, и она в конце дала ему 2 части игры, чтобы он лучше понял, как делать этот костюм. А игра-то эротического характера, и когда ночью дедушка заглянул в комнату внучка и увидел, как он с серьезным лицом смотрел на эротику, то немножко встал в ступор и недоумение. В плане рисовки стиля аниме все сделано очень красиво, дизайн персонажей выглядит привлекательно, анимация некоторых моментов меня поразила, и мне уже интересно увидеть, что же произойдет дальше, как закрутятся обстоятельства этих двух на первый взгляд очень разных героев. Будем ждать с нетерпением следующих серий, а если вы смотрите это видео после того, как вышли все серии, то рекомендую к просмотру. Очень забавное аниме, наполненное интересным контентом. Местами даже очень интересным контентом. Пишите в комментариях, на какие фильмы, сериалы, аниме мне стоит сделать обзоры. Не забывайте делать стоковые вещи, такие как лайк, подписка, включение уведомлений. Обязательно оставленный комментарий под роликом с вашим мнением насчет аниме и ролика в целом. Всем спасибо за просмотр, увидимся с вами в следующих видео. Всем удачи, всем пока!